Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня мы будем делать стеллаж для кукольного домика. Для этого мне понадобятся деревянные шпатели, а если нет таких широких, подойдут и палочки от мороженого. Подробнее о них всех я рассказывала в видео про индустриальный диван. Также понадобятся обычные спички. И плотный картон или, как у меня, акварельная бумага. Для начала беру деревянные палочки и обрезаю их на длину, равную желаемой длине полочек. Я буду нарезать по 68 мм. То есть обрезаю закругленные части и делю пополам. Я хочу, чтобы мой стеллаж подходил к остальной мебели румбокса, поэтому, как и раньше, доски я буду красить все той же ореховой морилкой. А после высыхания морилки склеиваю досочки по 2. Таких полочек у меня будет 12. Теперь беру акварельную бумагу и размечаю линии шириной 6 мм и длиной, равной периметру полочки. У меня это будет 21 см, включая небольшой запас на всякий случай. Для имитации черной металлической рамы я покрашу бумажные полоски акриловой краской. И после этого обклеиваю этими полосками все деревянные полочки по периметру. Конечно же, вы можете и просто покрасить торцы полочек, но я хочу, чтобы было видно именно толщину обрамления. Теперь беру спички. Для этого стеллажа мне понадобится целых 60 штук. Вместо спичек вы можете взять зубочистки или палочки от азиатской еды. Или даже, нарезав картон на полосочки, склеить их между собой в подобные брусочки. Обрезаю спички на отрезки, равные расстоянию между полочками. У меня это будет 3,5 см. Крашу все спички той же акриловой краской. А еще отрезаю 3 полоски акварельной бумаги шириной 2 мм и длиной 47 мм. И поочередно склеиваю их между собой. Получилась вот такая полоска толщиной примерно 1 мм. Крашу и ее. Этих полосок мне понадобится 30 штук. И теперь буду собирать стеллаж. Сначала склеиваю 2 полочки вот таким образом. В этот раз я попробую новый для себя клей, просто потому что все остальное у меня закончилось. К сожалению, после высыхания этот клей не станет прозрачным, но его можно закрасить краской или перманентным маркером. Приклеиваю 2 спички на боковые углы.
После этого приклеиваю со внутренней стороны бумажную полоску наискосок. А затем и еще одну, крест-накрест. Закрепляю их между собой. Выравниваю положение другой полочкой. И приклеиваю еще 2 спички. Так проклеиваю все углы полочек. Снова склеиваю 2 полочки. И креплю их на спичке. Таким образом выстраиваю желаемое количество этажей. У меня их будет 6. И теперь закрашу весь клей перманентным маркером. Лучше, конечно же, брать прозрачный клей, но что есть, то есть. Чтобы придать больше жесткости и прочности этому стеллажу, я сделаю имитацию мебельных уголков. Конечно же, это не обязательно. На акварельной бумаге размечаю сетку, равную ширине граней моего стеллажа. А также я хочу сделать отступ со всех сторон 2 мм. Для декоративности срезаю уголочки. И обклеиваю такими покрашенными деталями все стыки. Ну а чтобы добавить реалистичных деталей, я поставлю маленькие точки густой краской, имитируя мебельные клепки или болтики. Вместо краски можно использовать и обычный лак для ногтей.
И вот такой стеллаж у меня получился. А свои работы по моим мастер-классам выкладывайте в Инстаграм с хэштегом HyoDollCraft. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. А если вы хотите, чтобы видео выходили чаще, рассмотрите возможность поддержать меня на Patreon. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!